Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами готовим косметику только из натуральных продуктов. Никакой химии в них нет. Сегодня я предлагаю вместе со мной сделать одну очень необычную, как мне кажется, маску, но она по своему составу просто уникальна. И для этой маски нам с вами будет нужно 1 столовая ложка пюре из груши, чайная ложечка водорослей, которые можно перемолоть в кофемолке, можно, вот как у меня спирулина сегодня, она уже в порошке. Ламинария подойдет также, лишь бы это были морские водоросли. 1 чайная ложка. 1 чайная ложка овсяной муки, которую точно так же можно самому сделать. Взять овсяные хлопья и перемолоть их в кофемолке, как и наши водоросли. И 2-3 столовые ложки жирных сливок. У меня 38%. И я говорю 2-3, потому что мы будем смотреть с вами по консистенции нашей маски. Если она будет густая, мы можем добавить еще немножко. То есть будем, вымешивая, добавлять по чуть-чуть эти самые сливки. И в завершении мы с вами возьмем 5 капель витамина молодости, витамина А. Ну что, давайте приступать к приготовлению нашей масочки. Сначала мы с вами смешиваем сухие ингредиенты, водоросли, овсяную муку. Сейчас мы это перемешаем. Буквально немножечко. И добавим сюда пюре из груши. Пюре из груш вы можете просто взять мякоть из свежей груши. У меня пюре есть, уже было приготовленное из груши, которую я в микроволновой печи буквально 3 минутки подзапекла и сделала пюре. Я такое пюре всегда добавляю во все свои десерты вместо сахара. Вы же знаете, да, что у меня есть еще один канал здорового питания. Вот. И все мои рецепты с большим успехом используют организации по борьбе с диабетом 2 типа. У нас такая фирма есть Novo Nordisk. Они пользуются моими рецептами. Так вот, во всю свою выпечку я добавляю именно такое пюре из груши. Видите, маска получилась уже сейчас довольно густая. Теперь мы будем с вами потихонечку вливать наши сливки, как я вам и обещала. Понемножку теперь будем вымешивать. И опять же смотреть. Я люблю, чтобы все мои маски были такими эластичными, чтобы они легко накладывались на наше лицо. Видите? Так, и я, пожалуй, еще добавлю, что для меня она густоватая. Так. Хорошенько все это вымешиваем. Маски со спирулины у меня уже есть на моем канале, тоже посмотрите. Очень хороший рецепт. Кожа питается вообще, увядающая кожа восстанавливается, можно сказать, после таких масок на глазах. Вот так, образно говоря, да, подтягивается. А в эту масочку у нас овсяная мука, которая еще и отбеливает и подтягивает. Ну, просто витаминная кладезь. Про груш тоже расскажу, когда встретимся в ванной комнате. Смотрите, вот, уже нормальная консистенция для меня. А вы смотрите по тому, как вы любите. Вы знаете, это как рецепты приготовления на кухне. Тоже можно сделать что-то на глаз, так и здесь. И теперь мы добавляем 5 капелек витамина А, чтобы уж совсем эта маска стала супер волшебная. 1, 2, 5. Все. Еще раз хорошенько вымешиваем. Вот. Теперь, мои хорошие, сделаем обязательно тест на аллергенность,
потому что кожа у нас у всех разная, и нужно осторожно относиться, чтобы не было никаких покраснений, чтобы кожа не чесалась. И если все хорошо, проделав этот тест, умываемся и встречаемся в ванной комнате. Дорогие мои, вы уже сделали тест на аллергенность. Это очень-очень важно, потому что все вот эти вот морские водоросли, они аллергенны. Поэтому необходимо сделать тест, как обычно, как я вас уже неоднократно учила и просвещала. Вот здесь на сгибе ручки подержать 15-20 минут. Если у вас не будет никакого покраснения, то вы можете спокойно делать эту маску. У меня уже были такие маски со спирулиной. И сейчас еще один важный момент. Предупредите всех своих близких, особенно маленьких детей, что вы будете, ну, просто неотразимы. Извинитесь и будете как Лили Шарк. Так, смотрите, если серьезно, вот такая у нас масочка получилась, ведь она хорошей такой консистенции, как я и люблю, и будет легко наноситься. Но мы должны, конечно же, уже помыть наше лицо. И теперь по массажным линиям аккуратненько, вы видите, как мы делаем? Наносим эту маску. Маска просто супер для возрастного лица. Почему? Потому что у нас сюда что входит? Водоросли, которые мы с вами помололи на кофемолочке, да? Но у меня была уже такая пудра. Мне не нужно было этим заниматься. Это неимоверно полезный продукт, как вовнутрь, так и, естественно, для нашей кожи. Это я вам говорю как профессиональный нутрициолог со стажем. Кстати, если кто-то из вас интересуется здоровьем, следит за здоровьем, то добро пожаловать на мой основной канал, который называется Nordic Balance. Там я говорю о здоровье, о витаминах, о минералах. Ну, в общем, я вам дам ссылочку, если вас это заинтересует, то добро пожаловать. Вот. Маска также включает в себя овсяную муку, которую, может, тоже у меня не было овсяной муки, я перемолола хлопья, как говорила уже вам. Тоже чудесно отбеливает, прекрасно влияет, питает на нашу кожу, омолаживает, оказывает лифтинговый эффект. Вот, маску можно наносить на область шеи, декольте, ну, не знаю, это лучше делать, конечно, если вы идете в душ. Я сейчас нанесу ее только вот на лицо и чуть-чуть на шею. Сливки питают кожу. Множество антиоксидантов включает сливки. Какие они жирные, какие они будут полезны в комбинации из тех ингредиентов, которые мы с вами сюда положили. Дорогие мои, маску делаем как захотите, раз в 3 дня, раз в неделю. Она прекрасно хранится в холодильнике. Вот. Лучше ее, конечно, делать перед душем, тогда нанести ее хорошо и на область декольте, и спокойно вы все это смоете в душе, и будет супер большая польза принесена и для шеи, и для декольте, и для вашего личика. Ну, а если, как вы сейчас это сделали, подержите ее просто 20 минут, потом аккуратненько мочалочкой смывайте, опять же, по массажным линиям теплой водой. И после того, как вы сняли эту маску, нанесите ваш любимый уходовый крем. Дорогие мои, спасибо, что вы сделали со мной такой смешной, странный рецепт. Да, груша, которая, опять же, полна, просто ее в Китае считали символом долголетия. И чем более был такой плод зрелый, тем он считался более полезным. Так что там очень много аскорбиновой кислоты, которая также влияет прекрасно на подкожный слой наш и является омолаживающим прекрасным компонентом. Спасибо, что были со мной, спасибо, что делаете со мной такие чудные маски и оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно же, я благодарна вам за то, что вас у меня становится все больше и больше. До новых встреч! Будьте все здоровы, счастливы, молоды и красивы. И до новых рецептов! С вами была любящая вас Виктория. Пока!